В этом видео я поясню вингфолерам за фойл-серфинг, с чем его едят и зачем оно им вообще надо. Если вы оказались в месте типа Маврикия, где волны явления не зависящие от локального ветра, то загрести на волну, пока вы не занимаетесь вингингом, точно не будет лишним. По сути ведь вингфолинг, тау-фолинг, саб-фолинг и фойл-серфинг – это все братья-близнецы. Отличие между ними лишь в том, каким образом вы попадаете и затем возвращаетесь на волну. Будь то винг, катер, весло или силы собственных рук и ног. А уж когда вы катите по волне, здесь все абсолютно одинаково. Поэтому для всех 4 видов фолинга можно использовать одно и то же подводное крыло. В моем случае это хай-аспектное крыло Axis Art 3/9, установленное на 40-литровой доске GR Port. Я уже месяц обкатываю этот фойл с вингом. Вот здесь по ссылке посмотрите на мой первый выход на воду с этим комплектом. А сегодня я наконец-то дождался дня без ветра, чтобы испытать этот ставчик в фойл-серфинге. Когда идешь по волне, как я и говорил, никаких отличий от вингинга. Но вот когда волна заканчивается, необходимо возвращаться назад, чтобы оседлать новую волну. С вингом это сделать, конечно, значительно проще, так как в этот момент энергию для движения дает ветер. Здесь твои мышцы успевают отдохнуть и восстановиться к следующей волне. Поэтому вингинг – дело не сильно энергозатратное. В фойл-серфинге же наоборот. В тот момент, когда волна закончилась и необходимо возвращаться назад в точку старта, начинается основная работа. Ноги горят, дыхание сбивается. Тебе тут особо вообще не до жиру в этот момент. Нет времени выбирать лучшую волну. Берешь ближайшую, до которой хватило бы сил допампить. Кривая, косая, неважно. Главное не останавливаться. Бычий кайф с одной стороны, но с другой это такая нехилая мотивация все делать четко, слитно и безошибочно. Так в чем же пон, спросите вы? Просто в том, что есть возможность катнуть без ветра. За катером, например, не везде получается кататься. Вы ведь сами себе ломаете волны зыби кильватерной волной. Да и это очень сильно может не понравиться катающимся вместе с вами на споте серферам. Плюс водитель катера должен быть максимально в теме. В идеале он сам должен быть фойл-серфером, чтобы выбирать для вас подходящую по размеру волну и точно выводить на точку старта. Для саб-фойлинга требуется другая доска большего объема, удлиненная, что уменьшает ее маневренность. А вот малолитражечка и для разгребания самое оно, и для вингинга в сильный ветер подходит. Все, что вам нужно, так это просто дождаться подходящей волны, которая толкнет вас на старте. Это позволит вскочить на доску, а дальше пампом поднимаем на крыло и понеслась. Карвим, пампим, снова пампим. Возвращаемся назад, ловим волны вновь и вновь. Прокачивая свои навыки пампинга, развивая специальную выносливость, вы увеличиваете свои возможности и в вингинге. При провалах ветра, например, навык пампинга поможет вернуться на берег за счет силы ног. А старт из пены при разгребании уберет страх оказаться на фоле в бурлящей возмущенной воде. Синергетический эффект не заставит себя ждать. Уже в следующую сессию с вингом вы заметите, насколько увереннее стоите на доске. Насколько вы больше ей доверяете, вы больше начнете доверять своему фойлу. Поэтому и ветра впредь нужно будет меньше для катания с вингом. Ведь вы будете выжимать из фойла все по максимуму. Будете мгновенно и безошибочно ставить свои ноги на доске в оптимальное положение, в зависимости от текущих задач. Это очень похоже на то, как кайтсерферам рекомендуют обязательно заниматься серфингом, чтобы лучше прочувствовать волну. Так и здесь. Хотите прогрессировать в катании по волнам с вингом, занимайтесь фойл-серфингом, пока не дует. Нормальная тема, как по мне.